Привет, меня зовут Дими, и сегодня я расскажу про Atom S3. Как всегда, начнем с распаковки. Далее загрузим программное обеспечение UiFlow. Затем напишем программу для создания простейшей графической подписи для внешнего IP-адреса в виде эмодзи. Давайте начнем. Atom S3 — это тоже базовое устройство, работающее на новейшем микроконтроллере ESP32S3. Как и другие M5 Stack, Atom S3 обладает уникальным форм-фактором с очень высокой степенью интеграции и чрезвычайно малыми габаритными размерами. Данный продукт отлично подходит для быстрого создания IoT-узлов, прототипов интеллектуальных носимых устройств и прочих решений, где необходимо использование комплексной микроконтроллерной системы, готовой к работе из коробки. Под белым пластиковым корпусом, помимо новейшего микроконтроллера, располагается 3D-антенна, рассчитанная на работу в диапазоне частот 2,4 ГГц, инерциальный измерительный датчик MPU 6886, инфракрасный и вспомогательные светодиоды, а также контактные разъемы портов ввода-вывода общего назначения, GROV-разъем порта A и USB-C, синхронный понижающий преобразователь постоянного тока SY8089, цветной IPS-экран GC9107 с диагональю 0,85 дюйма и разрешением 128 на 128 пикселей, программируемая кнопка под экраном, кнопка управления электропитанием. По умолчанию в память загружена демонстрационная версия программного обеспечения. Вот, например, сканер Wi-Fi сетей. Здорово, но нам нужен UiFlow для того, чтобы начать программировать. Для загрузки достаточно напрямую подключить Atom к компьютеру. Модель микроконтроллера S3 обладает аппаратной возможностью USB-CDC, благодаря чему нет необходимости использовать преобразователь USB-UART и устанавливать драйвера. В прошлый раз я рассказал, как загрузить UiFlow версии 1 с помощью инструмента M5 Bione. Отличные новости! Для M5 на микроконтроллере S3 доступна версия UiFlow 2. Ранее мы вручную вводили API, ключ или MAC-адрес, теперь все стало еще проще. Достаточно зарегистрировать учетную запись и привязать к ней все свои устройства в один клик мыши. Обратите внимание, перед началом прошивки необходимо перевести устройство в специальный режим. Для этого нажмите и удерживайте кнопку управления питанием 2 секунды, пока не загорится зеленый светодиод. Когда прошивка будет завершена, перейдем по новому адресу на сайт UiFlow 2. Первым делом войдем в созданную ранее учетную запись и выберем свое устройство. Обратите внимание на то, что в данной версии UiFlow с целью оптимизации использования ресурсов предусмотрено ручное включение программных и аппаратных возможностей. Теперь инициализируем режим работы станция для Wi-Fi. В одном из прошлых уроков я рассказывал, для чего это необходимо. Помимо Wi-Fi, нам необходим таймер, который будет запускать выполнение кода, расположенного в блоке callback, с заданным интервалом времени. А сейчас сделаем функцию, которая будет преобразовывать IP-адрес версии 4 в код, соответствующий какому-то эмодзи. Создадим две переменные, в которых сохраним начало и конец диапазона эмодзи с животными. Для вывода диапазона эмодзи с индексами и кодами я написал Perl-скрипт. Ссылка доступна в описании.
IP-адрес состоит из 4 частей, называемых октетами, которые разделены между собой точками. Чтобы получить доступ к каждому октету отдельно, разобьем адрес в строковом виде на список строк. Сейчас мы преобразуем текстовое представление адреса в числовое. Таким образом, у нас получится всего одно целое число вместо длинной строки. Начнем с 4-го октета. В полученном списке он расположен первым. Его порядок самый наивысший в данном формате адреса. Аналогичным образом рассчитаем слагаемые оставшихся октетов. Хорошо, мы преобразовали адрес в числовой вид. Теперь вычислим индекс для нашего адреса из заданного диапазона кодов эмодзи. Получим код соответствующего эмодзи. Мы будем использовать сторонний сервис, преобразующий код в изображение. API сервиса требует 16-ричное число без приставки. Для этого добавим участок кода, который преобразует 10-ичное число в 16-ричное в строковом представлении и обрезает приставку. Кроме того, принято, чтобы 16-ричные числа были записаны заглавными буквами. Отлично, наша функция готова. Сейчас мы реализуем основной функционал нашего приложения. Для того, чтобы узнавать внешний IP-адрес, мы будем использовать отправку HTTP GET запросов на сторонний сервис. Включим такую аппаратную возможность и добавим необходимые блоки. URL адрес сервиса есть в описании. Сохраним полученный IP в переменную. Затем передадим его нашей функции, чтобы она вычислила код эмодзи. Для вывода изображения эмодзи мы будем использовать классный новый элемент графического пользовательского интерфейса Image+. В отличие от обычного Image из UIFlow 1, данный позволяет получать изображение сразу со внешнего сетевого ресурса с использованием защищенного протокола HTTPS. UIFlow 2 — новая платформа, и на момент записи видео пока недоступен блок изменения адреса для добавленного Image+. Поэтому я предлагаю следующий хак. Добавим данный элемент и расположим его за границами экрана. Также отключим автоматическое обновление. Теперь повторно инициализируем данный элемент со всеми необходимыми параметрами с помощью участка кода.
числе параметров сформированный API-адрес для сервиса, размер изображения, координаты и другие. Еще необходимо скрывать предыдущее изображение перед загрузкой нового. В противном случае могут остаться артефакты. Готово. Давайте сохраним программу во флеш-память и посмотрим, как работает наше приложение. Сейчас мой атом подключен к первому провайдеру, и мы видим изображение верблюда. Теперь я переключаю маршрутизацию на роутере на второго провайдера, и мы видим изображение барана. На этом данное видео подошло к концу. Спасибо за просмотр. До свидания. IoT-инженер и создатель STEM-контента Дими. Текст озвучивал Сергей Колбинцев.